Я приветствую вас, мои дорогие подписчики и уважаемые гости канала. Благодарю вас за то, что вы заглянули на мой мастер-класс. С вами по-прежнему Яна. И сегодня я хочу представить вашему вниманию вот такой вот прекрасный узор. Вот так выглядит его изнаночка. Этот узор прекрасно будет смотреться на любых изделиях разных сезонов. Состоит он из ажурных полосочек вертикальных. Кто-то в нем видит цепочки, кто-то в нем видит сердечки. Вот они. В любом случае, я думаю, что он украсит любое плечевое изделие. Данный узор смотрится дорого и даже сложно, но вяжется он очень просто. Сейчас мы с вами в этом убедимся. Поэтому давайте приступать к его выполнению. Итак, для данного узора нам понадобится набрать количество петель кратное 7, плюс 3 петли для симметрии и 2 петли кромочные. В высоту узор состоит из 4 рядов. Давайте начинать. Первый ряд. Кромочную петлю мы снимаем и начинаем сразу вязать раппорт узора. Первая петля у нас изнаночная. Вторую петлю мы переснимаем, не провязывая нить за работой. Третья петелька у нас снова изнаночная. Следующие 2 петельки нам нужно развернуть вот таким образом. Подхватываем одну, вторую и обратно надеваем на спицу. Провязываем эти 2 петли вместе за переднюю стеночку лицевой. Вот так. Делаем 2 накида подряд. Следующие 2 петельки мы провязываем вместе за заднюю стеночку лицевой. Это является раппортом первого ряда. Повторяем. Изнаночная. Следующую петельку мы переснимаем, не провязывая нить за работой. После этого 1 изнаночная. Мы опять подошли к нашей цепочке. Переворачиваем первые 2 петельки и провязываем их вместе за переднюю стеночку лицевой. Снова делаем 2 накида подряд. И следующие 2 петельки мы провязываем вместе за заднюю стеночку, тоже лицевой. Провязали 2 раппорта. Продолжаем вязать так дальше. 1 изнаночная. 1 снимаем, не провязывая, 1 изнаночная. Следующие 2 петли мы разворачиваем таким образом, подхватываем спереди обе и провязываем лицевой. Делаем 2 накида подряд. Следующие 2 петли мы провязываем лицевой за заднюю стеночку. Вяжем так до конца ряда. И провязываем 3 петли симметрии. Изнаночная, 1 переснимаем нить за работой и еще 1 изнаночная. В конце кромочная. Первый ряд мы провязали. Второй ряд.
Кромочную мы снимаем, провязываем одну петлю лицевой, одну петлю изнаночной за заднюю стеночку, следующая тоже лицевая, далее у нас изнаночная идет, накид мы провязываем тоже изнаночной, это первый накид, но у нас есть еще и второй, мы его провяжем лицевой за заднюю стеночку, вот так. И следующая тоже изнаночная, это раппорт второго ряда. Давайте повторим. Одна лицевая, одна изнаночная за заднюю стеночку, одна лицевая, изнаночная, изнаночная. Следующая у нас лицевая, это второй накид за заднюю стеночку и изнаночная. Так повторяем до конца ряда. Лицевая, изнаночная за заднюю стеночку, лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая за заднюю стеночку и изнаночная. В общем-то ничего сложного, но немножко надо будет вначале привыкнуть. Продолжаем. Одна лицевая, одна изнаночная за заднюю стеночку, одна лицевая. Далее изнаночная, первый накид тоже изнаночная, второй накид лицевая за заднюю. И остается еще одна изнаночная. Продолжаем так дальше. И в конце у нас 3 петли симметрии. Лицевая, изнаночная за заднюю и лицевая. Кромочная у нас изнаночная. Это был второй ряд. Приступаем к третьему ряду. Кромочную мы снимаем. Одна изнаночная. Следующую мы переснимаем, не провязывая. И снова изнаночная. Далее мы вяжем 4 лицевые петли. 1, вторая за переднюю стеночку, 3 и 4. Раппорт третьего ряда. Повторяем. Изнанка, пересняли, не провязывая нить за работой, изнанка. 4 лицевые далее. 1. Вот эту мы провязываем за переднюю стеночку. 2, 3, 4. Повторяем. Изнаночная, пересняли, изнаночная. 4 лицевые. 1, вторая за переднюю стеночку, 3 и 4. Так вяжем до конца ряда. Петлю переснимаем, нить за работой. Не забывайте. 4 лицевые, одна из них за переднюю стеночку. В конце опять-таки у нас 3 петли симметрии. Мы провязываем одну изнаночной, одну переснимаем, нить за работой и одна изнаночная. В конце кромочная. Третий ряд готов. Четвертый ряд. Кромочную мы снимаем, лицевая, изнаночная за заднюю стеночку, лицевая. Далее 4 петли изнаночные. 1, вторая, 3 и 4. Раппорт четвертого ряда. Лицевая, изнаночная за заднюю стеночку, лицевая. И 4 изнаночные петли подряд. Так вяжем до конца ряда.
И заканчиваем 4-й ряд 3 петлями симметрии. Это у нас лицевая, изнаночная за заднюю стеночку и лицевая. В конце кромочная, изнаночная. И вот мы провязали с вами раппорт узора, состоящий из 4 рядов. Вот такая красота у нас получается. Вам может показаться поначалу, что он немножечко такой запутанный, но это кажется поначалу. И, возможно, сложности будут в самом-самом начале, пока вы не провяжете какой-то базовый кусочек, и потом вы будете уже ориентироваться по рисунку, потому что здесь будет все очень просто. Вот, на этом я мастер-класс заканчиваю. Надеюсь, вам он был полезен. И если это так, отметьте, пожалуйста, это лайком, либо напишите что-то в комментариях. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. Впереди вас ждет много интересного. А также делитесь этим видео со своими друзьями. А я, в свою очередь, хочу вам пожелать прекрасного настроения, положительных эмоций и много-много-много улыбок. Всем пока!